Учебник медитации. Часть 5. Диета медитатора. Ключевой и наиболее обсуждаемый вопрос в контексте диеты медитатора – это вопрос обязательности вегетарианства для практики медитации. В интервью 2001 года Самдхонгу Ринпоче задали вопрос о том, непременно ли нужно быть вегетарианцем, чтобы практиковать медитацию. Он ответил так: «Я бы не сказал, что это абсолютно необходимо, но для медитирующего было бы в 100 раз лучше, если бы он или она стали вегетарианцем. Это было бы, безусловно, лучше, но я не скажу, что не вегетарианцам не следует медитировать. Даже не вегетарианцам следует медитировать, и, возможно, с помощью медитации можно стать вегетарианцем, и наоборот, через вегетарианство к медитации. Поэтому я ни в коей мере не отговариваю невегетарианцев от медитации. Но если есть выбор, есть свобода для медитирующего стать вегетарианцем, то человек должен стать вегетарианцем, так будет гораздо лучше для медитации». Выше приведенная точка зрения Самдхонга Ринпоче – это наиболее сбалансированный и оптимальный подход к вопросу о необходимости вегетарианской диеты для медитатора. Следует отметить, что тибетцы, включая и большинство лам, традиционно употребляют в пищу мясо яков. В первую очередь это объясняется тяжелыми природными условиями Тибета, расположенного преимущественно на высоте 3-4 тысяч метров над уровнем моря, из-за чего можно успеть собрать только один урожай ячменя в год, в отличие, например, от Индии с ее 2-3 ежегодными урожаями различных зерновых и множества бобовых культур, а также обилием овощей и фруктов, что делает употребление мяса необязательным. Современная мясная индустрия сделала процесс убийства животных ради их мяса настолько дистанцированным, что сейчас покупатель не видит болезненных конвульсий и не слышит визга и хрипов того животного на бойне, обезличенный кусок мяса которого он покупает в магазине. Если бы каждому мясоеду для получения куска мяса всякий раз приходилось бы лично убивать очередное животное, то вегетарианцев было бы больше. Например, с 1939 года и до конца Второй мировой войны из-за постоянных атак немецко-фашистских подлодок на конвои с продовольствием из США, британское правительство рекомендовало всем гражданам выращивать на заднем дворе своих домов кроликов в качестве бесплатной добавки мяса к рациону, скармливая им растительные объедки и кухонные отходы. При этом дети играли с крольчонком, и к тому времени, когда тот вырастал, нередко семьи так и не решались убить пушистого семейного питомца. Конечно, для достижения целей йоги и буддизма решающее значение имеет именно регулярная практика правильной медитации, а не та или иная диета. Например, один мой знакомый медитатор, употребляющий мясо, регулярно демонстрировал очень высокие показатели с нейрогарнитурой, в том числе и непрерывное удерживание шарика в воздухе в игре Float более 20 минут, после многих лет практики медитации, в то время как многие вегетарианцы не могут показывать хоть сколько-нибудь значительные результаты из-за отсутствия у них собственно практики медитации. Использование нейрогарнитуры позволяет с научной точки зрения оценивать влияние тех или иных факторов на качество и максимальную продолжительность сеансов медитации. В частности, примерно в течение 3 часов после принятия большого разового количества пищи, даже вегетарианской, вряд ли получится выдать свой максимальный результат в медитации, и это подтверждается нейрогарнитурой. В связи с этим в тхеравадинских монастырях даже есть правило, что последний прием пищи должен быть не позже 12 часов дня, а практика медитации начинается в 15 часов. Благодаря нейрогарнитуре вы сможете на практике проверять влияние употребленной обильной или тяжелой пищи на текущую способность ума к медитации и наглядно понять, почему большинство медитаторов склоняются к вегетарианской или даже веганской диете. При этом вегетарианская или веганская диета должна быть сбалансированной, чтобы не нанести вред здоровью вместо желанного оздоровления и очищения организма. В частности, медитатору следует уделять внимание употреблению достаточного количества протеина, который имеется в значительном количестве в нуте, чечевица, спортивном сывороточном питании, ячмене и других злаках и бобовых. При недостаточном употреблении протеина труднее удерживать собранность ума, столь необходимую для пребывания в состоянии самадхи, шаматха. В следующих 2 частях будут рассмотрены вопросы о влиянии шума и насекомых на качество медитации самадхи, шаматха.